Привет, друзья! Меня зовут Ната, и это мой блог-дневник, где я наблюдаю за жизнью растений в обычной квартире. Пришла долгожданная весна, теплая. Солнце щедро заливало двор, закаты превращали окна в настоящие картины. Оранжевые, розовые, фиолетовые переливы, будто кто-то каждый вечер устраивал небесное световое шоу. Я стояла у окна и думала: вот оно, наконец-то. А потом, словно в насмешку, вернулись снег и холод. Зима решила напомнить, кто здесь главный. В этом ролике я хочу отмотать время назад и посмотреть, что произошло за 8 месяцев и как крошечная малышка превращалась в то, что стоит у меня на подоконнике сейчас. В сентябре 2025 мне пришел заказ с Озона. Коробка выглядела внушительно. Я уже представляла себе солидное растение в красивом горшке, почти взрослую монстеру делициозу с несколькими листами. Открываю, а внутри скромный маленький горшочек. Растение высотой с половину зажигалки крикет. Всего 3 крошечных листика, и один из них туго завернут в трубочку, как свиток с древней тайной. 500 рублей. Я стояла и смотрела на эту кроху с легким недоумением. Это и есть монстера делициоза. Та самая, которая вырастает до гиганта с листьями размером с А4. Она выглядела так трогательно и беззащитно, что я сразу назвала ее крошкой Эмо. Ну что ж, посмотрим, что из тебя вырастет, настоящая делициоза или что-то свое, особенное. В первые дни она стояла тихо на подоконнике. Я переживала, вдруг стресс от переезда, вдруг не приживется. А потом случилось волшебство. Тот самый лист-трубочка начал медленно разворачиваться. Каждый день я подходила ближе, наклонялась и видела, как он приоткрывается буквально на миллиметры. Радости моей не было предела. Это значило, что она адаптируется, что ей комфортно в новом доме. Она решила остаться. Через несколько дней лист, наконец, раскрылся полностью. И какой же он был красивый! Нежный градиент от золотисто-зеленого по краям до насыщенного глубокого зеленого в центре. Прожилки тонкие, изящные, будто нарисованные акварелью. Я стояла и просто любовалась. Маленькое чудо в пластиковом горшочке. Она жила тогда на подоконнике с северо-западным окном, рядом с бокалом пива на 0,5 литра и кустиком декабриста. Для масштаба я постоянно ставила рядом этот бокал. Крошка Эмо выглядела рядом с ним совсем крошечной, меньше спичечного коробка. Никто бы не поверил, что из такого микроскопического росточка может когда-нибудь вымахать настоящая лиана-гигант с огромными резными листьями. Прошло время. Тот самый первый лист, который разворачивался у меня на глазах, вырос почти до 6 сантиметров. Он уже выглядел солиднее, увереннее. Я решила, что пора дать ей больше пространства и свежего грунта. Приготовила универсальный грунт с перлитом и углем, легкий, воздушный, чтобы корни дышали. Аккуратно вынула крошку Эмо из магазинного горшочка. Корневая система была еще совсем детской. Тонкий, здоровый корешок длиной примерно 5 сантиметров, белый, крепкий, без единой гнили. Я боялась как бы чем не навредить, ведь она очень маленькая и хрупкая. Пересадка прошла гладко. Я посадила ее в прозрачный пластиковый стаканчик, чтобы видеть, как развиваются корни.
Утрамбовала грунт бережно. Полила чуть-чуть. И почти сразу заметила маленький бугорок у основания. Сердце ёкнуло. Новый лист. Первый после пересадки. Пересадка удалась. Теперь крошка Эмо живет под лампой и естественным светом. Она уже почти догнала мою зажигалку по высоте, ту самую, которой я когда-то мерила ее в первые дни. Лист, который когда-то был трубочкой, теперь выглядит взрослым и уверенным. Она все еще миниатюрная, но в ней уже чувствуется сила и характер будущей большой монстеры. Котик мой — настоящий хозяин подоконника. Он обожает ходить по нему, важно лежать, растягиваясь во весь свой пушистый бок, сидеть и смотреть в окно, словно философ, размышляющий о смысле жизни. Он красавец, умница, но, к сожалению, немного неуклюжий мечтатель. Когда растения начали захватывать его любимую территорию, он поначалу отнесся к этому с легким недоумением. А потом начались приключения. Пару раз по своей неловкости он ронял монстеру. Просто проходил мимо, задел боком или лапой, и стаканчик с грохотом падал. Я, конечно, сразу все поднимала, ставила обратно, досыпала грунта. Думаю, ей эти падения совсем не нравились. Представляете? Спокойно растишь лист, и вдруг землетрясение, полет и приземление. Но, несмотря на кошачьи диверсии, крошка Эмо продолжала расти. Упорно и ровно. Новый лист-трубочка, который вырос после октябрьской пересадки, в 200-миллиметровый стаканчик с новым грунтом, теперь раскрывал себя медленно и грациозно. Он приоткрывался по чуть-чуть, словно маленький парус, который наполняет легкий ветер. С одной стороны, потом с другой. Каждый день я подходила и замечала новые миллиметры зелени. Это было завораживающе. Процесс шел так нежно, так поэтично, что я могла стоять и смотреть минут по 10, забывая обо всем. И вот однажды он раскрылся полностью. Боже, какой же это был волшебный момент! Лист перерос по высоте все остальные 3 листика и теперь возвышался над ними, как маленький гигант. Красивейший градиент зеленого цвета, от светлого, почти салатового у основания до насыщенного изумрудного. Прожилки четкие, поверхность глянцевая, с легким блеском. Он стоял величественно, будто знал, что стал главным украшением подоконника. Я просто любовалась и улыбалась. Но радость длилась недолго. Вскоре я заметила, что самый маленький нижний листик начал желтеть. Сначала чуть-чуть по краям, потом все сильнее. С каждым днем он становился все более желтым, будто в его жизнь пришла ранняя осень. Я, честно говоря, напряглась. Может, света мало. Может, лампа, которая у меня стояла, уже не справляется. Решила не рисковать и купила новую, на 60 Вт, вроде мощную, специально для растений. Поставила новую лампу. Крошка Эмо теперь купалась в ее свете. А тот желтый листик тем временем высох окончательно. Пришлось брать ножницы. Хрясь, и прощай, малыш. Теперь у нее осталось 3 листа. Грустно, я не понимала, почему у растения пожелтел милый листик сердечка. Через несколько дней я заметила легкую желтизну на кончике того 3-го листа, который когда-то был трубочкой. Сердце снова ёкнуло. Но в это же время у основания ствола, прямо где он выходит из грунта,
появился крошечный новый корешок. Меньше сантиметра, беленький, нежный, но такой решительный. Вот это была настоящая радость. Новый воздушный корень, значит, она растет, значит, планирует становиться больше. К тому моменту крошка Имо уже переросла мою зажигалку на целых 3 сантиметра. Я периодически мерила ее этой импровизированной линейкой и радовалась каждому миллиметру прогресса. Она стояла на подоконнике под новой лампой, выглядела бодро, но кончик большого листа продолжал желтеть. Я внимательно рассматривала прозрачный стаканчик и заметила странную вещь. Белые комочки перлита в грунте начали окрашиваться в салатовый цвет. Не знаю, что это было, возможно, грибок или что-то еще, но мне это совсем не внушало доверия. Пришлось принимать решение. Долой старый грунт. Я аккуратно вынула растение. Полностью очистила корни. Тот осенний корешок почти не вырос с прошлой пересадки. Помыла корневую систему в теплой воде, а потом на 10 минут опустила в раствор фурацилина, то, что было под рукой. Пересадила крошку Имо в совершенно новый грунт, а старый без сожаления выбросила. Волей судьбы получилась вторая пересадка, январская. Казалось, все наладилось. Но буквально через пару дней второй маленький листик, один из тех, с которыми она ко мне приехала, начал стремительно желтеть. Прямо на глазах. Я даже растерялась. Неужели пересадка не помогла? Неужели что-то продолжает портить растение изнутри? Снова ножницы в руках. Хрясь. И вот он уже лежит у меня на ладони, второй оригинальный листик. До свидания, старый друг. Спасибо, что был с самого начала. Теперь у крошки ему осталось всего 2 листа. Но зато новый корень, который появился у основания, начал расти стремительно. Он уходил все глубже в свежий грунт, становился толще, крепче. Зима 2026 года выдалась по-настоящему холодной. Мороз решил, что город слишком расслабился, и крепко взял его в ледяной захват. Я начала подозревать, что моей крошке Имо на подоконнике просто холодно. Решила переставить ее ближе к батарее, полностью под свет лампы. Пусть греется и купается в теплом свете одновременно. Посмотрим, как ей будет в новом месте. Через некоторое время желтый кончик на одном из листиков начал сохнуть. Я уже привыкла к таким сигналам и не паниковала. Зато новый корень, который появился раньше, хорошо вырос. Я аккуратно прикопала его в грунт, чтобы он крепче держался. И буквально через пару дней случилось долгожданное. Монстера выпустила стрелу. Начало нового листа. Это был очень хороший знак. Значит, ей действительно комфортно у батареи. Она почувствовала тепло и решила расти дальше. Крошка Имо заметно вытянулась вверх. Стволик стал крепче, осанка увереннее.
А потом я увидела, что корешка два. Парный корешок, такой дружный, каждый длиной уже около 5 сантиметров. Белые, толстенькие, целеустремленные. Новый лист начал раскрываться. Сначала он был тугим коконом, потом медленно превратился в изящную лодочку и, наконец, раскрылся полностью. Нежный, еще молодой, но уже с характером. Я любовалась каждым этапом этого превращения. Процесс занимал несколько дней, и я каждый день наблюдала, насколько он продвинулся. В какой-то момент я поняла одну важную вещь. Я думала, что растение просто растет и его листья автоматически становятся больше. Но все оказалось гораздо интереснее. У маленьких монстр делициоз все по-другому. Пока они крошечные, у них растут именно детские листья, маленькие, простые по форме. И только когда растение набирает силу, оно начинает постепенно избавляться от этих детских листиков и выращивать новые, уже взрослые, большие. Вот в чем была причина пожелтения маленьких листиков. Они выполняли свою миссию и уходили. Вероятно, и эти новые листья когда-то тоже будут заменены на еще более крупные. Сейчас я замеряю крошку Эмо. Общая высота уже 12 сантиметров. Лист, который когда-то был всего 5,5 сантиметров, теперь окружен двумя новыми листочками по 7 сантиметров каждый. И выглядят они уже гораздо солиднее. На стволе намечается следующий лист. Судя по бугорку, он обещает быть заметно крупнее предыдущих. Я уже с нетерпением жду, когда он начнет раскрываться. У самого основания ствола снова появился новый беленький корешок. Он выглянул совсем недавно, но уже уверенно тянется вниз. А через прозрачные стенки стаканчика прекрасно видно, как длинные корни погружаются в грунт. Они белые, здоровые, активные. Честно, прозрачные горшки для цветов – это просто находка. Ты видишь всю подземную жизнь растения, все процессы, все изменения. Никаких сюрпризов в виде неожиданной гнили. Все как на ладони. Я рада, что эта маленькая крошка у меня прижилась и продолжает развиваться. Любопытно, что из нее в итоге вырастет. Настоящая монстера делициоза с большими резными листьями или что-то свое, особенное. Лично я буду окончательно уверена только тогда, когда увижу первые характерные дырочки на фигурных взрослых листьях. А пока наслаждаюсь каждым этапом ее роста.